Одним суровым зимним утром в Альберте, во время самых сильных морозов за всю историю Канады, Джейк Логан резко проснулся и первым делом взглянул на термометр за окном. Столбик показывал минус 45 градусов. Воздух был настолько ледяным, что каждая травинка и каждый лист казались навсегда скованными морозом. Все вокруг застыло в безмолвной белой тишине. Джейк всю жизнь прожил в Канаде и привык к холодным зимам, но даже он почувствовал дрожь от такого мороза. Чтобы немного согреться, он налил себе горячий кофе и включил телевизор, собираясь узнать прогноз погоды. Но внезапно его внимание привлек яростный вой ветра за окном. Подойдя к большому окну, Джейк увидел, как мощные порывы поднимают толстые слои снега и закручивают их в огромные белые вихри. В этот момент он от неожиданности выронил кружку. Прямо у окна стоял огромный медведь-гризли. Шерсть медведицы покрылась льдом и блестела в тусклом утреннем свете. Но больше всего Джейка поразило не ее появление, а поведение. Она не рычала, не пыталась ворваться в дом и не проявляла агрессии. Вместо этого медведица осторожно и ритмично постукивала лапой по оконной раме, словно пыталась что-то сообщить. Сквозь запотевшее стекло Джейк разглядел позади нее 3 маленьких медвежат. Они жались друг к другу в снегу и сильно дрожали от холода. Самый маленький детеныш внезапно упал, его тело начало судорожно подергиваться, словно силы окончательно покидали его. Медведица сразу подхватила малыша мордой, осторожно поднесла к окну и прижала к стеклу. В ее глазах читалась отчаянная просьба спасти ребенка. Снаружи ветер продолжал яростно выть, снежинки с силой били по стеклу, усиливая ощущение безысходности. Джейк стоял неподвижно, чувствуя, как сильно колотится сердце. Он никогда не видел, чтобы дикое животное так явно просило помощи у человека. Медведица снова подняла передние лапы, будто умоляя его, а затем пристально посмотрела прямо в глаза. В тот момент Джейк понял, что его решение может изменить судьбу всей медвежьей семьи. Несмотря на страх, он подошел к двери и слегка приоткрыл ее. Медведица сразу осторожно подвела к порогу ослабевшего медвежонка и отступила назад, словно спрашивая разрешения войти. Теплый воздух из дома коснулся малыша, и тот тихо застонал. Затем медведица посмотрела на остальных детенышей и снова перевела взгляд на Джейка. Он все понял и распахнул дверь шире. Под спокойным наблюдением матери все 3 медвежонка вошли в дом. После них внутрь медленно зашла и сама медведица. Перед этим она будто специально стряхнула лед и снег со своей шерсти и лап, словно старалась не испачкать дом человека, который решил помочь. Все последующее время медведица вела себя удивительно спокойно. Она устроила детенышей в углу комнаты возле камина и не отходила от них. Когда Джейк принес одеяло, она даже аккуратно поправила их мордой, словно понимая, что он пытается согреть малышей. Снаружи буря становилась все сильнее, но внутри дома царила необыкновенно теплая атмосфера. Постепенно медвежата начали приходить в себя. Они вели себя удивительно тихо, ничего не ломали и не проявляли агрессии. Джейк смотрел на медвежью семью, свернувшуюся у огня, и ему казалось, будто он оказался внутри зимней сказки. Иногда медведица поднимала на него взгляд, и в ее глазах читалась благодарность. Через несколько часов метель начала стихать. Медведица медленно поднялась и дала понять медвежатам, что пора уходить. Один за другим они направились к двери, осторожно переступая через порог. Перед тем, как уйти, медведица остановилась рядом с Джейком и мягко положила огромную лапу ему на руку. В ее взгляде была такая благодарность, которую невозможно выразить словами. Затем она слегка склонила голову, а медвежата еще раз обернулись на прощание. Через несколько мгновений вся семья исчезла среди бескрайнего снежного леса. А Джейк еще долго стоял у двери, чувствуя, как в его сердце рождается новое понимание. Даже дикие животные способны доверять, помнить добро и проявлять удивительный разум.